Назовем это место «секретная лаборатория». И это будет правдой, потому что сюда обычно прессу не пускают. Здесь Алексей Мишин готовит своих чемпионов, про которых известно совершенно точно. Техника прыжков у них идеальная. Мишин научил прыгать 3 олимпийских чемпионов – Урманова, Ягудина, Плющенко и еще дюжину чуть менее титулованных спортсменов. А вот как все закладывается. Съемка из архива, 2012 год. Молодец. Задача заключается в том, чтобы в неледовых условиях достичь скорости вращения, превышающей реальную существующую скорость на льду. Эта скорость недостижима. В этом сезоне в женском одиночном катании по технике исполнения прыжковых элементов, по амплитуде, качеству приземления Лиза выглядит сильнее всех и готовит суперэлемент, уникальный для женщин аксель в 3,5 оборота. Вот сейчас у тебя хороший был выезд, беззубцовый, девочка. Это по качеству было правильное. Талантливую девочку из маленького города Глазов заслуженный тренер Алексей Мишин разглядел на обычных детских соревнованиях. Я ее видел еще в 8 лет. Но она такая была страшненькая и корявенькая, что я ее не взял. Я думаю, вот эту мне не разгрести. Но потом прошел год, и знаменитый наставник снова обратил на нее внимание. Вышла, сделала прыжки, которые я умею, показала. Говорит, они с тренером моим обменялись телефонами, сказала, ну, ждите звонка. На следующий день уже звонит Алексей Николаевич и говорит, я вас жду через неделю в Санкт-Петербурге. Я вас жду через неделю в Санкт-Петербурге. На этой фразе ее детство закончилось. Следующие 4 года Лиза проведет в поездах между родным Глазовым и Петербургом. Мишин не сразу решил, что возьмет ее к себе в группу, и Туктамышева со своим первым тренером ездила к нему на сборы в течение 4 лет. Светлана Михайловна Веретенникова, которая изобрела, нашла и вытащила из глубин Удмуртии эту девочку. Преодолеть пришлось много очень. Это же где-то из какого-то Глазова, где-то там на краю земли, чтобы заметили, да сам Алексей Николаевич заметил. Это просто невероятно было. Мне было очень тяжело ездить в Питер каждый раз, и я практически не видела семью, друзей. Были моменты, когда хотелось уже просто сказать, все, хватит, я хочу нормальную жизнь. В минуты сомнения Лизе очень помогал отец. В прошлом спортсмен, он с самого начала верил, что у дочки есть шанс вырасти в большую чемпионку. Я не верил, что можно из Глазова пробиться куда-то и выбиться в большой спорт. Просто не верил в это. А он верил? А он верил. Бесконечные поездки Глазов-Петербург и обратно прекратились, когда Лизе было 14 лет. В 2011 году случилась беда, которая навсегда перевернула жизнь всей их семьи. Внезапно и очень тяжело, неизлечимо, заболел отец. Ее главный, самый преданный болельщик. Судьба не дала Сергею Туктамышеву шанса увидеть, в какую звезду вырастет его дочка. В один момент, просто буквально вот с 3 января у него заболел живот, и все, и в апреле, в середине апреля как бы его уже не стало. До последнего не могла как бы поверить, что он может уйти. Когда муж умер, просто... Я говорю, я не потяну, говорю, чтобы вот за тобой смотреть, чтобы тебя водить и возить. Нет, говорю. Ну что она мне сказала? Нет. Я буду заниматься. Она более усилила тренировки, мне кажется, просто с головой ушла. И ускоряй здесь, ускоряй вращение. Немножко сюда подхлёстываешь. Чуть-чуть подальше, прыгай туда. Ну, еще парочку раз для себя уже. Прыгаешь-то сама ведь, Лизонька.
Сама, девочка, прыгаешь. Съемки 2011 года. Несмотря на то, что идет тренировка, Лиза очень бледная. Это стресс. Фигурное катание в то время для нее было единственным способом пережить трагедию. Чтобы сбросить тяжесть воспоминаний, она приходила на тренировки первой и каждый раз, даже уже оставшись без сил, не хотела уходить со льда. Лизончик, что еще можно отыграть? Вот после маха вот этот подскочек можно наряднее сделать немножко. Мишин проводил с ней много времени, просто разговаривал. Аккуратно, ненавязчиво давал понять, что Лиза не одна. Какого-то там системы изменения взаимоотношений не было. Просто немножко больше тепла и оберега. Но здесь зависело все не только от меня, но и от силы характера, от силы духа самой девочки. Самоотверженность на тренировках дала результат. Осенью 2011 года Туктамышева впервые в карьере выступает в серии Гран-при и становится первой в истории фигуристкой, которая в 14 лет выигрывает 2 этапа взрослой мировой чемпионской серии. Лиза вспоминает, что она каталась в память о своем отце. Думаю, что на соревнованиях он мне помогает. Я знаю, что он всегда как бы со мной, рядом, нас не оставит. То, что вот не хватает, это, да, очень мало сказано, что не хватает. Меньше чем через год после смерти отца, в январе 2012-го, Елизавета выступает в Инсбруке на первых в истории Олимпийских юношеских играх и выигрывает. Обратите внимание, Туктамышева на первом месте, а на втором ее соперница, но в то же время и подруга Аделина Сотникова. Вдвоем подниматься на пьедестал почета для Лизы и Аделины дело привычное. Вот, например, они вместе на юниорском чемпионате мира. А это чемпионат Европы 2013, за год до Сочинской Олимпиады. Именно они, две подружки, на протяжении нескольких лет росли, совершенствовались и рассматривались всеми как главные претендентки на медали Сочи. Но вот кадры, которые мы снимали летом 2013-го. Невооруженным глазом видно, что у Лизы появились проблемы. Критичные для фигурного катания проблемы с лишним весом. Это обычно переходный возраст, только я его ждала раньше, а он подошел только попозже, вот как раз в Олимпийский год. Давай, Зончик, еще разочек. Очухалась еще раз. Это надо собирать. Ты знаешь, это не от того, что ты там не размял или что. Просто это сердечко не готово. Просто не готово сердечко у тебя. Обычная девочка могла бы и не заметить разницы, но в фигурном катании лишний килограмм уже может фатально сказаться на прыжках. Вот фрагмент интервью. Полгода до Олимпиады. Это очень сложно, конечно, потому что другие девочки там могут себе позволить гораздо больше. И, например, за час бега скинуть килограмм, в пленке, в кучу одежды, естественно. А я худею на 400 грамм, например. И вот это думаешь, да я бегала вроде даже быстрее тебя, но вот из-за вот этого женских гормонов как бы не могу еще в нормальную форму прийти. Но у нее не один год, несколько лет ведь это было. Просто последний год это просто, наверное, пик пришелся на это. Она уставала, невозможно уставала. То она приходила, просто ложилась и за компьютер все. Вообще не было сил. И вот чемпионат России, декабрь 2013-го. Здесь решится, кто будет выступать на Олимпиаде в Сочи. Лиза выходит катать свою программу. Программу, которую она и ее тренеры готовили специально для домашней Олимпиады. Внешне все нормально. О том, что происходит внутри, Лиза тогда никому не рассказывала. Я выходила абсолютно, не понимала, как-то что происходит. Терялась координация, я терялась на льду, не было уверенности в себе. В меня верили, а я не могла поверить в себя. Я была в каком-то неадекватном состоянии, и вот это вот меня, конечно, сбивало.
Через минуту после начала проката Лиза и Алексей Мишин понимают, что никакой Олимпиады у нее не будет. 10-е место на чемпионате страны. Даже в запасные она не попадает. Несколько лет напряженной работы ради одной цели. И в один момент все рухнуло. Переходный возраст – главный и беспощадный враг юных фигуристок. Ставшая главной героиней Олимпиады в Сочи, Аделина Сотникова очень хорошо знает и понимает проблемы, которые свалились на плечи Туктамышевой. Аделине по-человечески повезло, потому что она взрослела чуть раньше, и к играм в Сочи эти проблемы уже остались за спиной, а ломала ее в свое время очень жестко. Переходный возраст не щадит никого. Еще одна наша звезда, влюбившая в себя в Сочи миллионы болельщиков, чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая. Она победила год назад в Сочи, а нынешний сезон Юля постарается как можно скорее забыть. Поражение на этапах Гран-при и 9-е место на чемпионате России. И все по той же причине. С трудностями и проблемами, которых выпало на ее долю немало, Елизавета Туктамышева привыкла справляться только одним способом – работать еще больше. А потому, вернувшись из Сочи, где ей пришлось стать свидетелем чужого триумфа, Лиза не впала в депрессию. Смотреть на жизнь позитивно. Этому ее учат самые близкие люди. Они, конечно, были рядом в тот трудный момент. Тренер и мама. Она никогда не увлекалась фигурным катанием. Она до сих пор не знает, как называются элементы в фигурном катании. И она никогда не ругала меня за плохие прокаты, чему я благодарна очень своим родителям. Они никогда меня не ругали, если у меня что-то не получается. Просто классическая фраза: «Мне не важно, как ты выступишь, главное, что ты у меня самая лучшая, самая красивая. Я тебя очень люблю». Вот. Вскоре после Олимпиады выяснилось, что у Туктамышевой все-таки есть шанс удачно завершить худший в ее карьере сезон. Олимпийская чемпионка Сотникова предсказуемо отказывается от участия в чемпионате мира, а значит, одно место в команде свободно. Кто его займет, должен решить Кубок России. Лиза приезжает туда с понятной целью – выиграть, выложиться по полной, потом поехать на мир и покончить, наконец, с кошмарами последних месяцев. Но оказалось, что кошмары только начинаются. Это было вообще самое обидное падение, наверное, в моей жизни. В финале Кубка России, прекрасно откатав короткую, в произвольной программе Лиза падает и не сразу понимает, что с ней произошло. Я встаю и понимаю, что я не могу вообще наступить на ногу. Я пытаюсь толкаться, я хромаю, у меня нога вообще не держит, она невероятно болит, невероятно сильно. Прямо из Дворца спорта на скорой ее везут на обследование. Приговор врачей – серьезно повреждены 4 связки, тяжелая травма. Следующий месяц Туктамышева проведет в гипсе. И вот тогда, конечно, меня это вообще выбило. Тогда вот я тоже был еще один, просто что меня туда еще больше, я не знаю, давить, не знаю, за что мне так это все свалилось за буквально 4 месяца на мою голову. Итоги 2014 года. Олимпийские чемпионки Сотникова и Липницкая, наступающие им на пятки юные суперзвезды Погорелая и Родионова и провалившая сезон Туктамышева. Многим, действительно многим в тот момент казалось, что ее время прошло. Раз и навсегда. Мир фигурного катания не без добрых людей. Тут же, как водится, нашлись советчики, которые стали втолковывать, что все ее проблемы из-за тренера, что нужно уходить от Мишина, не терять время, ехать к другому специалисту. Но Лиза, нужно отдать ей должное, проиграв в пух и прах олимпийский сезон и лежа в гипсе, не стала даже задумываться о возможности поменять учителя. Этот человек для меня, мне кажется, он все вместе. Это человек и папа, и дедушка, и наставник, тренер, я не знаю, друг. С ним можно поговорить вообще, мне кажется, обо всем. У нас отношения уже действительно не просто как ученик с тренером. У нас уже,
такое доверие, не знаю, что-то большее. Это защитник наш, это я даже словами не могу описать, потому что это человек, который, во-первых, от Лизы не отказался и столько много всего, чего дал, вот просто с открытой душой такой человек. Я не представляю, как у него на всех хватает, просто вот души и всего, всех эмоций. Но для нас это очень близкий человек. Мама Лизы, Елена Туктамышева, учительница. В свое время, когда, потеряв мужа, она переехала с дочками в Петербург, именно Мишин помог ей устроиться на работу в гимназию номер 67, одну из лучших школ Петербурга. Здесь Елену приняли и помогли начать новую жизнь. В паузе между чемпионатом Европы и чемпионатом мира Мишин и его именитая ученица пришли в гимназию на импровизированную творческую встречу. Когда я чувствую, как я скольжу по льду, это непередаваемое ощущение. И ради такого стоит заниматься, кататься. Я уже не говорю про те ощущения, которые я испытываю, когда стою на первом месте на пьедестале почета. Для школьников это не просто встреча со звездой, а в первую очередь пример, каких серьезных успехов можно добиться своим трудом. Ну а для Лизы тоже плюс – позитивные эмоции. Подзарядить батарейки перед чемпионатом мира для Туктамышевой было не лишним. Ведь в этом сезоне она стартовала больше, чем любая другая фигуристка мировой элиты. Осенью старты были чуть ли не через неделю. В их числе 2 успешных выступления на этапах Гран-при, победный декабрьский финал мировой серии в Барселоне, дальше чемпионат России, а в последний день января – произвольная программа на чемпионате Европы. Туктамышевой нужно было отыгрываться. Короткую программу выиграла Елена Родионова, и она же блестяще откатала произвольную. Из претенденток на золото Туктамышева каталась последней, и права даже на малейшую ошибку у Елизаветы не было. Думала, что вообще голова взорвется, потому что такой был настрой. Даже если я чувствую, что в воздухе не очень хорошо лечу, просто стоять, хвататься зубами, не знаю, просто стоять, вообще не шелохнуться. Когда я сделала двойной аксель, последний прыжковый элемент, и тогда все, просто на разрыв аорты. Я танцевала, все, у меня улыбка, зал поддерживает, это такие эмоции. У меня мурашки по коже, думаю, блин, как все здорово. И вот я заканчиваю, зал встает, и вот это вообще было просто что-то невероятное. Королева фигурного катания. Елизавета Туктамышева, 210,4. Чемпионка Европы. И сумасшедшие баллы за произвольную программу. 141,38. Блестяще. Браво! Туктамышева стала 4-й в истории российской фигуристкой, которая выиграла чемпионат Европы, и останавливаться на достигнутом она не собирается. Ты постарайся, и когда в разминку делаешь, между первым и вторым побольше перебежек делать, потому что нехорошо, когда ты перед самым тулупом разбегаешься. Перед самым прыжком надо только подстройки делать, направления. 1 выходной в неделю, остальные 6 дней армейский режим. Лед утром и вечером, плюс зал, хореография. На обычной 18-летней девичьей важности времени не остается. Лиза Туктамышева, барышня крошечного роста и железной воли, сама расставила в своей жизни все приоритеты. У меня нет молодого человека. Любви сейчас не надо. Любви нету места пока в спорте. Любви хочется, конечно. Но понаслышке знаю только, что любовь, она сносит крышу. То есть, что это очень редко, когда могут люди совмещать большой спорт и любовь. Это ты уже катаешься так, чисто, что нужно прийти на тренировку, а сами мысли у тебя абсолютно о другом. Поэтому сейчас это не самое лучшее время. Вот еще одна архивная съемка. 2011 год. Со стороны на это больно даже смотреть. Кто не знает, лед не амортизирует, он жесткий, как бетон. И даже специальные светло-зеленые защитные пластины на бедрах толком не спасают. Лиза годами вот так прыгала и падала, вставала и снова прыгала. Без слез и без жалоб. Ну что, жива, старушка?
Нет, а вот ты молодец, а вот что я вам покажу. Женя, 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 Женя. Я видел свои команды. Лиза молодец. Лиза такие тройные акселя сегодня выдавала. Ну это да, это супер. Учить тройной аксель Туктамышева начала много лет назад, но высокого процента стабильности добилась только сейчас. Март 2015 года. Тройной аксель – самый сложный и самый дорогой женский прыжок. За всю историю фигурного катания только несколько девушек исполняли его в своих программах. И, как правило, с падениями или недокрутом. В сравнении с двойным, аксель в 3,5 оборота имеет очень высокую базовую стоимость. Чистое исполнение сразу дает преимущество в 5 баллов. За этим элементом будущее понимают все. У меня такой есть челлендж, вызов. Потому что всегда все мои ученики, начиная, не знаю, с Леши Урманова, там, Новосельцева, Татаурова, Урманова, Ягудина, Плющенко, и они все были лидерами в исполнении многооборотных прыжков. В мире лидерами. Они начинали это движение вместе с моей методой. И я думаю, что Лиза тоже должна влиться в эту шеренгу людей, имя которых будет вписано в историю мирового фигурного катания, потому что тройной аксель выпал несколько девочек за всю историю фигурного катания. И так чисто, как она, делали, наверное, немногие. И вот впереди главный старт сезона – чемпионат мира. Будет ли Туктамышева рисковать? Включить ли в свою программу тройной аксель? Это колоссальный риск, она ведь и без него в этом сезоне обыгрывала всех сильнейших фигуристок мира. Сумеет ли она в конце концов стать чемпионкой? Ответы на эти вопросы мы узнаем в ближайшие дни. Но, как бы то ни было, чемпионатов и олимпиад в ее жизни должно быть еще немало. Ей всего 18 лет. Все впереди. Характер-то у Лизы по-настоящему чемпионский. Она ничего не боится и очень любит свою каторжную, но в то же время такую прекрасную работу. Она просто не представляет жизни без фигурного катания. И сколько бы я ее не убеждала, что жизнь без фигурного катания тоже существует, нет. На самом деле я люблю фигурное катание, мне это нравится. И когда я уже пару дней там не катаюсь, то чувствую, что что-то не хватает. Это уже как в какой-то мере, не знаю, наркотик как-то. Я счастливый человек. Знаете почему? Потому что я совместила свое хобби с моим профессиональным творчеством, с моим профессиональным делом. Это редкость.